Итак, уважаемые зрители и подписчики, вас приветствую на своем канале. Всем доброго дня и доброй ночи. Закрыли сезон 2019 года по карпу. Вот, сейчас мы будем разговаривать про карповое оборудование. Как, где его приобрести, более выгодные какие-то предложения, бюджетный карпфишинг. Рубрика будет поделена на несколько частей. Первая будет, значит, у нас удилища и катушки. Расскажу все, что я знаю про топовые, будет очень интересно. А дальше у нас будут подставки, стойки, ротподы, всевозможные. На третьем месте у нас будет мебель, это палатки, раскладушки, все что угодно. Ну и на четвертом расходники и многое другое. Вот. Приступаем. Сегодня у нас на обзоре, значит, будут удилища. Поговорю про удилища, про топовые, про бюджетные, как выбрать для начинающих удилища. Вот. Как выбрать удилище для начинающего карпятника, для человека, который хочет ловить карпа. Вот. Первоочередное нужно знать это размер удилища. То есть приходим в магазин, у нас в основном два стандарта. Это 12-футовый и 13-футовый. 13-футовый это размер на русский 3,9 метра. Вот. 12-футовый это 3,6 метра. Так в чем же разница? Вот можно наглядно увидеть, у меня в правой руке удилище 3,90, а в левой 3,60. То есть 3,90, естественно, чуть-чуть больше. Вот. Значит, опускаем одно. При выборе удилища нужно знать одно, самое главное. Вот. Если 13-футовый удилище, то у него хват обычно идет шире. Вот. Но в данный момент здесь хват не широкий, такой вот средний вариант. При забросе, вот классическом карповом забросе, правая рука идет прямая, левый тянет у нас к груди. Вот так вот. Вот такой заброс должен быть. В случаях, если у вас рост не превышает 1,70 м, вот, к вам больше будет подходить 12-футовый, потому что у 13-футового обычного стандартного хват идет широкий, и вам неудобно. Вы забрасываете вот таким вот образом в бок, и заброс получается неправильный, неверный. Сейчас покажу 12-футовый. Хват здесь намного короче, вот это расстояние хват. Рука правая прямо. И вот он классический заброс. В чем разница? То есть, если у вас невысокий рост, 1,70 м, то для вас больше будет подходить 12-футовый. Вам будет комфортно, правильно забрасывать. Если у вас рост позволяет более 1,70 м, то можете спокойно и душой приобретать большие 13-футовые удилища. Ну вот в данный момент у меня уже упирается, неудобно. Это первое, про что нужно знать. Следующий этап. Удилища бывают двухчастные, как у меня. Вот такие в районе транспортная длина в районе 2 метров. Не очень удобные, но они надежные. Надежность заключается в том, что стык у нас всего лишь один. Это самое слабое место, которое при силовом забросе испытывает колоссальную нагрузку и может сломаться. Вот. И есть удилища трехчастные, плюс в том, что можете сразу видеть вот небольшого размера, ну 1,50 м, 1,40 м, транспортная. Транспортировать будет очень удобно и комфортно. Для любителей больше подходят трехчастники. Но есть одно но. У нас здесь два слабых места, два стыка, которых нужно очень часто проверять. То есть после силовых забросов нужно обязательно проверять каждый стык. Вот этот стык и вот этот стык. Если мы их не будем проверять, удилище может сломаться как в этом месте, так и в этом. Но опять же говорю, для любителей подходит больше, наверное, трехчастные, потому что возить в машинах их более комфортно. Следующее, про что нужно знать, это значит тест удилища. Обычно пишется он здесь, маркируется. На графене вообще не стоит. Ну вот здесь нет. Либо надписи идут, сколько удилища грамм груз может забрасывать.
Стандартные удилища карповые в основном это 3,5 ЛБ. 1 ЛБ равняется 28,3 граммам. Тем самым удилище с тестом 3,5 ЛБ может забрасывать груз весом приблизительно 100-120 грамм. Но это еще зависит от строя удилища. Что нужно знать еще? Если удилище с тестом менее 3 ЛБ, либо 3 ЛБ, то груза можно на них использовать не более 100 грамм. Если мы будем использовать с таким тестом удилище свыше 100 грамм, у нас будет максимально нагружаться, перегружаться удилище, и возможно, что мы его сломаем. Вот, поэтому нужно подбирать удилище по граммам. Для реки, естественно, выбирайте помощнее 4 ЛБ, 4,5 ЛБ, потому что груза там большие, кто сазана ловит. Вот. Значит, еще момент при выборе, это немаловажный кольца. Первое кольцо после катушки-держателя, который идет, чем больше размер, тем легче проходит через него леска. Стандартные кольца на карповых удилищах идут от 30 мм до 50. В данный момент у меня установлен 50 миллиметровый, самый идеальный. То есть желательно прибегать не меньше, чем 30 мм. Стандарт это 40-50 мм. Также немаловажным еще нужно знать последнее кольцо, какое оно. Во многих удилищах ставят антизахлестные, которые предотвращают лишние захлесты от стрела нашей оснастки. То есть они сделаны таким образом, если леска оборачивается вокруг кольца, боковой ветер или что-то, то она просто-напросто слетает. Но не на 100% она, конечно, помогает. Тоже бывает отстрелы, но намного меньше их. Значит, первым мы выбрали длину рукоять. Вот таким образом. 12-футовый, у меня рост небольшой, подходит мне. Следующие выбрали 2- или 3-частные. 2-частные намного крепче, но возить их неудобно, перевозить. Дальше. Тест. Значит, 3,5 ЛБ или 4, для реки побольше желательно, там 4,5-4 ЛБ. 3 ЛБ это слабые удилища, более деликатные, более мягкие, на них нельзя ставить там груза свыше 100 грамм. И также поговорили про кольца, и самое главное, наверное, в конце, это строй удилища. Это то, жесткое оно или не жесткое. Простым языком скажу, есть 3 вида строя. Значит, это мягкие удилища, это средние удилища со средним строем и быстрые удилища. Мягкие удилища в основном это все бюджетные удилища, которые работают от катушкодержателя, сгибаются полностью. И заброс происходит очень легко. Удилища мягкие, самые простые, они начинают работать от катушкодержателя, полностью сгибаются. Тем самым любителю, начинающему прощает много ошибок. То есть легко забрасывается, легко вылаживается рыба, они хорошо вяжут. Вот. Среднего строя, вот у меня в данный момент средний строй, удилище начинает работать чуть выше катушкодержателя, то есть вот в этой части. И ими уже можно забрасывать намного дальше, то есть более жесткий, и цена у них повышается. То есть бюджетные в любом случае, в основном они все мягкого строя. Вот. И топ-сегмент это быстрое удилище. Удилища для спортсменов, для начинающих они вообще в принципе не нужны. Нужно умение ими забрасывать, они полностью жесткие. Работа начинает с верхнего колена. Очень жесткий, быстро возвращается. То есть, вот видите, эта часть практически не сгибается, работает верхняя часть. Это удилища нужны для сверхдальних дистанций, покорять дальние рубежи. Но это уже для спортсменов, как говорится. Вот. Ну, это элементарные вещи, которые нужно знать при выборе удилища. Вот. Теперь я хотел бы поговорить про удилище, которым я пользовался там 3-5 лет. И стелс-графен, вот первый сезон, расскажу всю правду, что как есть. Первым будут 2 сподовых удилища. Это сравнение, конечно, неравнозначное. Сравнение удилища от Sportex. Это сподовые удилища Катапульт 5,5 тест. Скажу так, что это удилище убиралось в дальний шкаф 3-4 раза и доставалось обратно.
Вот, думал, что оно уже уставшее, но до сих пор оно меня выручает во всех ситуациях. Удилище параболик, сгибается полностью. Наверное, среди сподовых удилищ самое такое дальнобойное. И, наверное, простым языком сказать, что если не хватает физики и сил, таким удилищем можно кидать очень комфортно, но не точно. Не точно. На дистанцию там 120-130, мидик 140 метров им можно легко кидать, не напрягаясь. А вот что касаясь нового удилища, это топ-сегмент, стелс-графен, спот. Тут приходится, удилище очень жесткий, тут приходится физически сильно напрягаться, и прогнуть его очень-очень сложно. И использую я его в качестве рабочего удилища. Кормлю я им очень мало, либо шарами, жесткое удилище, либо мидиком на дальние, сверхдальние дистанции свыше 140-150 метров. А большой спомп я им не могу забрасывать, тяжело мне. Говорю как есть. Вот в качестве рабочего удилища дистанции 160+ покоряются очень легко. В сочетании катушка, эмблемка, нанофил, груз свыше 140 грамм, 145 грамм, значит дистанция 160+ для рабочки я его использовал. Говорю как есть. Не оселяю его прогрузить. Дальше у нас идет маркер, два маркера. Оба не бюджетных. Старенький маркер Carp Time, мягкий маркер, красивый, тяжелый маркер. Вот. Далеко я им не могу забросить, но скажу так. Перепробовав большое количество маркерных удилищ, это самое звонкое. Единственное, можно сравнить с фриспиритом. То есть дистанция, на которой я могу забросить, 130-135 метров, это максимально, дальше не получается. Вот. Самое звонкое, самое идеальное. Следующий тоже топ-сегмент, это у нас стелс-графен, маркер, дальнобойное рабочее удилище. Как маркер я потенциал не раскрыл, не звонкое, может быть груз не догружал, 130 грамм, не прогружается удилище. Дальнобойный использовал в качестве рабочих удилищ. Говорю как есть. Кстати, сподовые удилища использовал для маркирования с грузом 140-145 грамм, намного звонче, чем маркер. Вот. Два этих удилища использую в качестве рабочих дальнобойных удилищ. Из нюансов по катушкодержателю, вот этому навороченному АУПС. Одно удилище у меня было сломано, отрезал катушкодержателем. Как, наверное, многие говорят, там что-то не так, удилище было распечатано новое, и заброс производил опытный спортсмен. Все было нормально, и поломка произошла вот в этом месте. Как многие уже на форумах пишут, что удилище, что C2D отрезает в этой части и разлетается на много частей в первые колено. С чем это связано? С тем, что катушкодержатель жесткий, и когда мы максимально резко забрасываем, он здесь место несгибаемое, и он просто отрезает. Еще из нюансов в интернете есть, в Англии делают удилище под заказ Harrison. При заказе любого бланка с таким катушкодержателем гарантии нет. То есть это означает то, что они изначально знают, если ставим такой катушкодержатель, то будет поломка. Могу сравнить это удилище с Ориентом, Century Stealth Grafen, и скажу, что Ориенты, они стоят дешевле. С Венусом первым мы сравнивали. Венусы намного дальнобойней, а плетение карбона вот рядом ставили, практически одинаковые, может быть даже одно и то же. Не могу утверждать, но они слишком близко похожи. При поломке было видно, что стенки очень тоненькие, да, удилище легкое. Отличаясь от ориентовских, удилище очень легкое, но у ориентовских установлены такие же катушкодержатели, и проблем у них с отрезанием в этой части по поломке не вообще.
То есть вот использовали мы и Орентовский, и Сенчери. Скажу так, что для спорта идеально удилище Орент. Они дальнобойные, но полено. Они вообще не гнутся. До дальности самый прям вот цена-качество. Эти удилища, они еще и работают на рыбе. То есть рыбу весом 3-5 килограмм они вяжут, несмотря на то, что им можно далеко забросить. Дальше идем рабочие удилища. Рабочие удилища в этом году используют Стелс Графен и Орент Венус. Дальности большой я не заметил, не смог добиться от них. Вот 130-140 метров дальше не получалось, поэтому использовали маркер и спот и Венусы. То есть брали, стояли у нас как запасные. Честно говорю, как есть. Если кто-то забрасывал таким удилищем на дальнюю дистанцию, напишите, будет интересно. Не считаю, что это сверхдальники. Мягкие, работают на рыбе. Вот. Если сравнивать с Венусом, с первым, то там даже на 5-килограммовой рыбе удилище вообще не отрабатывает, приходится работать чисто фрикционным. Да, то есть, ну, спорт есть спорт, говорю как есть. Вот. Есть еще у меня любимый бюджетный Земикс трехчастник, на который делал я обзор, который я с собой беру на рыбалку, когда нужно выехать с ребятами куда-нибудь в машине легковой. Вот так вот. Вот такая транспортная длина, небольшой. Комфортно им можно закормить с помп, то есть он большой с помп кидает на 120 метров без проблем. Им можно отмаркироваться, и им же можно ловить, то есть 3 в одном. Вот. Свою правду, наверное, какую-то рассказал по поводу топовых удилищ. А еще немного вот тоже средний сегмент, это у нас Sportex. Если брать, те, кто хотят научиться более эффективно забрасывать, перейти с любительского карпишинга на спортивный, наверное, я бы мог сказать, что Sportex, большая линейка, там, вот, используя катапульт, это средний вариант, наверное, лучшее соотношение цены и качества. Вот, это мое мнение. Также делитесь своим мнением, пишите комментарии. Так, следующий после выбора удилища нужно заострить внимание на выборе катушки. Первое, про что нужно знать, для ловли карпа нужна катушка с большой шпулей, то есть вот объемные, вот такая. Не обязательно, чтобы она должна быть дорогая, самое главное, это то, что должна шпуль быть большая. Ну, в среднем размер 5500. У всех разные нумерации идут. Здесь у Shimano 14 тысяч, у Daiwa 5,5 тысяч, такие же размеры. Вот. Первое. Это первое, что нужно знать. По поводу фирм я расскажу про 2 фирмы основных. Это сравню Shimano и Daiwa, плюсы и минусы. Спустя, значит, Shimano использовал я 2 сезона. У напарника была тоже Shimano, и могу сравнить с Daiwa. Берем Daiwa старую, которая прошла уже 5 сезонов. Здесь у нас Винкас Z. У Shimano у нас Power RXTB. Сравнивая даже разного бюджета катушки, могу сказать, что свое мнение, что Daiwa выпускает более надежные катушки. И за период в 5 лет, 5 сезонов отходили, никаких проблем нет, никаких ТО я не проводил на нее, катушка живая, фрикционы не западали ни при холодной погоде, ни при какой, то есть идеальная. Вот. Использовал тоже эти катушки от Daiwa Crosskast, тоже замечательные, более бюджетные. Вот. По поводу Shimano использовали мы в начале Ультегры, западал у них фрикцион, не нравилась мне клипса маленькая, в отличие от Daiwa, и неудобная ручка. Ручка проходит очень близко, то есть вот в этот момент, где вот здесь, может попасть палец и ударить. То есть, говорю, моменты все какие есть. И они сказали, что они починили фрикцион, который не залипает. Здесь установлены пластиковые фрикционные шайбы вместо войлоковых. Что в случаях в предыдущих ультеграх, что в этом, при первом морозе фрикцион залип. У нас был сход крупной рыбы на соревнованиях, бигфиша. Вот. Просто встал намертво.
Вылечил, конечно, я смазка там, например, получается при минусовой температуре все встало, я не знаю, там она вышла, пришлось смазать заново, заработал. Но у Дайвы, даже дешевые, таких проблем нет. Поэтому я скажу, что Дайва за свои деньги намного качественнее выпускает катушки. Это мое мнение по катушкам. А по поводу бюджетных катушек, использовал я первую катушку с большой шпулей Кайда. Сломалась она у меня очень быстро, может быть в моем варианте. Если у вас дешевые бюджетные катушки служили больше 2 сезонов, напишите обязательно. Я думаю, людям будет это полезно, потому что не каждый сможет приобрести такие. Так где же их приобретать? В сезон сейчас скидки в магазинах, но эти катушки я приобретал за границей. Вот. Также можно приобретать на Карпере, то есть цены доступные. Сейчас очень просто, много всяких сервисов, много магазинов, много ссылок, где можно приобрести недорого. Вот Daiwa, например, Crosscast в районе 4-6 тысяч. Такие я ее приобретал намного дороже, чем сейчас стоимость ее в наличии у людей есть на Карпере. То есть я ее за 27 тысяч покупал, сейчас их там за 20, может быть 18 тысяч по поводу Shimano. Поэтому выбирайте сами, решайте. По поводу где удилище приобретать, по поводу удилища, если удилище средней ценовой категории выше 5000, лучше приобретать в ближайшем магазине, потому что на такие удилища существует гарантии. И приобретать их за границей невыгодно, потому что транспортировка выходит намного дороже, там невыгодно покупать бюджетные, там средние ценовые, и гарантии не будет. Это мое мнение по поводу катушек, удилищ. Вот. Делитесь в комментариях своим мнением, кто-то что-то знает, полезной информации по поводу бюджетных удилищ, по поводу бюджетных катушек, по поводу Shimano фрикциона. Вот я говорю как есть, да, не понравилось мне. По поводу винкаста и кросскаст, по поводу винкаста и кросскаста, вот, скажу, что отличные катушки. Эмблемка у Daiwa — это сподовые легендарные катушки, которые используют спортсмены не только в качестве для сподового удилища, но и для рабочих. Укорачивают фрикцион. Здесь большая шпуля, самый мощный и надежный. Катушка уже отходила более 5 сезонов. Да, я и делал ТО, смазал, работает отлично, замечательно. Сколько она проходила, это просто нереально. Вот. Если видео стало чем-то полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать колокольчик. И всем всего доброго и пока!